Никогда в истории человечества у нас не было столько способов познакомиться. Пару свайпов и перед тобой сотни людей. Ты можешь найти свидание за вечер, за ночь, да хоть за 5 минут. И при этом никогда в истории люди не чувствовали себя настолько одинокими. Мы живем в мире, где любовь начинается с алгоритма, симпатия с интерфейса, а знакомство все чаще заканчивается кнопкой «удалить приложение». И вот тут возникает странный вопрос. А что если проблема не в нас? Что если технологии, которые обещали упростить любовь, на самом деле превратили одиночество в прибыльную бизнес-модель? Сегодня дейтинг-приложениями пользуются сотни людей по всему миру, но большинство из них не находят там долгих отношений. Зато находят подписки, платные бусты и ощущение, что еще один свайп и точно будет лучше. Слишком уж удобное совпадение, правда? А ведь когда-то технологии помогали нам быстрее общаться, проще находить людей, разрушать расстояния. Но в какой-то момент они начали управлять нашими желаниями, подсказывать, кто к нам подходит, и решает, когда мы вообще достойны быть увиденными. В этом видео мы поговорим не просто про Tinder, Badoo, ВК-знакомства или их аналоги. Мы разберем историю дейтинга как технологий, как мы пришли от случайных знакомств к алгоритмам, от романтики к подписке. Почему дейтинг-приложения не заинтересованы, чтобы ты быстро нашел любовь, а зарабатывают именно на поиске, а не на результате. И как все это изменило культуру отношений, наше мышление и то, как мы смотрим друг на друга. Это канал про историю технологий, но сегодня мы говорим о технологиях, которые залезли не в наши телефоны, а прямо в личную жизнь. Потому что, возможно, самая влиятельная технология 21 века — это не смартфоны, а алгоритм, который решает, с кем ты пойдешь на свидание. Ну и чтобы YouTube алгоритмы не решили, что это видео тебе не подходит, подпишись на канал. Здесь мы разбираем технологии, которые правят нами, а не наоборот. А теперь свайпай вправо. Поехали. Каждый раз, когда появляется новая технология, нам продают одну и ту же идею, что теперь все станет проще, быстрее и эффективнее. Сам на собственном примере этот момент обнаружил, когда собирали сайт под наш продукт, в который пока что минимум функционала. Мы говорим маркетологу: напиши как плюс. Использование нашего сервиса — это сокращение рутины и облегчение работы. На что наш маркетолог отвечает, что любой сервис именно эту цель и преследует. Иначе зачем этот сервис? Поэтому, если увидите на сайте какого-нибудь сервиса именно такой плюс, как выделенный отдельно, знайте, что это не плюс, это само собой разумеющаяся услуга, за которую вы пришли заплатить. С дейтингом было ровно так же. Нам сказали: раньше ты был ограничен районом, работой, кругом знакомых, а теперь перед тобой весь город, а иногда вся страна. Логика кажется железной. Больше людей, больше шансов, больше счастья. Проблема в том, что в реальности это так не работает. Или работает, если вы, например, приехали, в незнакомый город. Тут дейтинг-приложение можно ставить рядом с приложением карты и переводчиком. Но все же, если посмотреть на то, как люди знакомились до онлайн-дейтинга, картина была довольно простой. Большинство пар формировалось через друзей, работу, учебу, родителей. Да-да, про сватовство не забываем. Или буквально в радиусе нескольких километров от дома. Это не романтика, это статистика. Круг выбора был ограничен, и именно поэтому каждый выбор имел вес. Когда дейтинг ушел в онлайн, количество знакомств резко выросло. Это факт. Люди стали знакомиться чаще, быстрее и с большим количеством партнеров. Но вот что интересно, число долгих устойчивых отношений при этом почти не выросло. Технологии ускорили поиск, но не улучшили результат. Есть хорошо изученный эффект психологии, его называют параличом выбора. Суть простая. Чем больше вариантов перед человеком, тем сложнее ему принять решение и тем меньше удовлетворения он испытывает от сделанного выбора. Это работает с покупками. Вспомните себя в ресторане с огромным меню и в столовой, где все блюда прямо перед тобой. Это работает с работой. Тут можно сравнить поиск работы в столице и в провинции. И внезапно это идеально ложится на отношения. В офлайне отказ — это событие, которое кого-то выбивает из колеи, а кого-то может замотивировать стараться чуть более уверенно, хотя тут чаще первый вариант. А в онлайне это жест пальцем. Когда вариантов слишком много, люди начинают откладывать решения, боятся ошибиться и постоянно думают, что где-то есть кто-то лучше, тем самым обесценивает общение здесь и сейчас. В итоге произошло странное. Технологии действительно решили одну проблему. Они сделали знакомства максимально доступными, но взамен создали другую. Выбор стал бесконечным, а значит обесцененным. Подобное можно наблюдать в социальных сетях, которые унаследовали принцип бесконечной ленты, которая должна была дать удобство в виде интерфейса, который подгружается, пока вы его скроллите, а по итогу захватил наши умы и внимание. И дейтинг-приложения переняли этот принцип. Их главное изобретение не алгоритм подбора,
а бесконечная лента потенциальных партнеров. Механика, созданная не для поиска, а для удержания внимания. И вот тут начинается ключевой сдвиг. Во всех этих приложениях для знакомств раньше ты выбирал человека, теперь ты выбираешь вариант. И чем быстрее технологии пытались помочь нам найти любовь, тем токсичнее становился сам процесс выбора. Ну и как вы понимаете, по большей части наше внимание будет приковано к Тиндеру, как ведущему приложению, несмотря на его уход из России. Важно сразу расставить акценты. Тиндер не появился как холодный бизнес-проект. Его придумали конкретные люди в конкретное время с довольно наивной идеей – сделать знакомство проще и честнее. В начале десятых сайты знакомств уже существовали, но у них была плохая репутация. Длинные анкеты, бесконечные вопросы, ощущение, что ты заполняешь резюме, а не ищешь симпатию. Знакомства в интернете воспринимались как что-то неловкое, вынужденное, если не получилось в реальной жизни. Да, в интернетах знакомились, в разных чатах, форумах, но чаще всего при встрече ты просил ID ВК или номер ICQ. Ну, это уже прям совсем старички, наверное, застали. Чтобы потом продолжить общение в интернете. То есть, по большей части, интернет давал возможность активно общаться на расстоянии, но знакомства оставались на прежнем уровне. И вот в этом мире появляется новая идея. В 2012 году в Лос-Анджелесе проект запускает инкубатор компании EAC. Это та же группа, которая принадлежит Match.com и другие сервисы знакомств. Ключевой фигурой здесь становятся Шон Ред, это будущий SEO, Джастин Мартин, сооснователь, и команда из молодых предпринимателей без большого корпоративного опыта. Идея радикально проста. Никаких длинных анкет, никаких сложных алгоритмов на старте, только фото, имя и свайп. Симпатия взаимная или никакая. И тут Tinder выстреливает не постепенно, а почти сразу. Почему? Смартфоны уже у всех, геолокация стала стандартом. Свайп — это максимально интуитивное действие, которым всем знакомо. Приложение начинает активно продвигаться в американских колледжах. Результат — вирусный рост. За короткое время миллионы пользователей, десятки миллионов свайпов в день. Tinder становится культурным феноменом. Но важно отметить тот факт, что на этом этапе никто не думал о подписках. Задача — рост, вовлеченность, внимание. Но как жаль, что в современном мире ничего не бывает бесплатно, и в погоне за прибылью ломаются хорошие продукты. И вот здесь происходит ключевой момент, который часто пропускают. Когда в системе становится слишком много людей, появляется новая проблема. Кого кому показывать? Физически же невозможно показать всех всем. Так появляется необходимость ранжировать профили, управлять показами, решать, кто видим, а кто нет. И здесь в игру впервые по-настоящему входят алгоритмы, которые без того правят уверенно в современном мире, и которым просто было суждено попасть в личную жизнь. Алгоритм меняет саму суть знакомства. На этом этапе Tinder перестает быть просто площадкой. Он начинает влиять на самооценку, формировать ощущение востребованности, поощрять одних и почти скрывать других. Чем больше лайков, тем выше видимость. Чем меньше, тем ниже шансы. Знакомства превращаются не просто в общение, а в соревнования за внимание. Параллельно с ростом усиливается влияние материнской компании EAC. Для корпорации Tinder — это не социальный эксперимент, а актив с огромным потенциалом прибыли. Начинаются споры о стратегии, о монетизации, о будущем продукта. Основатели хотят развивать продукт. Корпорация, как и любая другая коммерческая компания, хочет извлекать максимум. К середине десятых конфликт выходит в публичную плоскость. Часть основателей увольняют, начинаются судебные иски. Речь идет о многомиллиардной оценке компании. Люди, которые придумали Tinder, утверждают, что потеряли контроль над тем, во что он превратился. Это уже не стартап, это глобальная система. И вот тут история становится по-настоящему ироничной. Создатели Tinder оказываются первой жертвой системы, которую сами же и запустили. Они больше не управляют алгоритмами, правилами, логикой развития. Ключевая мысль здесь: создатели Tinder потеряли контроль над системой, которую сами запустили. И это важно, потому что после этого контроль начал терять уже не они, а пользователи. С этого момента дейтинг-приложения перестают быть просто сервисами. Они становятся алгоритмическими посредниками между людьми. И давайте разберем, как именно этот алгоритм превратился в главного злодея всей истории. Когда мы говорим о дейтинг-приложениях, самое важное, что нужно знать, это то, что за удобным интерфейсом свайп влево, свайп вправо стоит не просто база данных людей и не просто код, стоит механизм, который тебя изучает. Он не ищет тебе пару, он решает, какую карточку показать сейчас, чтобы ты листал дальше.
Tinder официально подтверждает, что в основе рекомендаций лежит анализ активности пользователя. Тех, кто регулярно использует приложение, кто онлайн в одно и то же время, получает приоритет в показах. Лента формируется не только на основе заявленных предпочтений, но и на том, как ты сам взаимодействуешь с приложениями, сколько свайпов делаешь, кого лайкаешь и когда именно ты в сети. Это признано самим Тиндером как основа алгоритма подбора пар. Что же именно учитывает алгоритм? Помимо базовых вещей вроде возраста, пола и расстояния, система анализирует то, что пользователь сам показывает. Фото, текст профиля, интересы. Но это далеко не все. Алгоритмы изучают поведенческие признаки. Какие профили ты пролистал раньше, какие лайкал чаще, какие фотографии привлекают твой взгляд. По анонимным данным, Tinder даже сопоставляет виды фото пользователей, стремясь предлагать профили, похожие на те, которые ты уже лайкал. Это близко к тому, как работает рекомендация систем Netflix и YouTube, где не просто показывают контент по жанру, а пытаются предсказать, что ты выберешь в следующий момент. Но есть ее нюансы, которые не всегда очевидны зрителям. Алгоритмы ориентированы на вовлеченность, а не на вашу совместимость. Он оптимизирует модель так, чтобы максимизировать время, которое ты проводишь в приложении, и чтобы как можно больше людей возвращалось туда снова и снова. Это и есть его ключевой бизнес-мотив. Ведь чем больше вы вовлечены, тем выше вероятность, что кто-то из вас купит премиум-функции или дополнительные бусты. В 2025 году Tinder анонсировал внедрение элементов искусственного интеллекта не просто для сортировки профилей, а для создания предсказуемости матчей, которые учитывают паттерны поведения пользователей и их предпочтения, выявленных машинным обучением. Это делается, чтобы удерживать тех, кто уже начал использовать сервис, но может быть быстро устать от бесконечного свайпинга. В итоге, главный антагонист нашей истории — это не какой-то злодей-дизайнер интерфейса, а комплекс алгоритмических решений, которые влияют на то, кого вы видите, когда открываете приложение. Он знает ваши предпочтения. Он не обязан показывать вам действительно подходящих людей. Его цель — максимизировать взаимодействие с продуктом, а не гарантировать, что вы найдете свою любовь. Где-то в начале 20-х годов в этой системе произошел тихий, но важный сдвиг. Но нет, без громких заявлений, просто люди начали уставать. Не от отношений, а от самого формата. В западных странах дейтинг-приложения впервые за долгое время столкнулись не с ростом, а со стагнацией. Меньше активных пользователей, меньше времени в приложениях, меньше энтузиазма. И это важно не потому, что не работает, а потому что работает, слишком однообразно. Параллельно с этим начали расти альтернативы. Не новые приложения, а старые формы, которые считались устаревшими. Оффлайн-клубы знакомств, мероприятия по интересам, беговые клубы, книжные сообщества, коворкинги, тематические вечеринки. Люди снова начали искать знакомства в среде, где есть контекст, а не только фотография и короткое описание. Такая вот реакция на переизбыток выбора, когда вариантов слишком много. Каждый из них обесценивается, и в какой-то момент человек выбирает не лучшее, а просто понятное и конечное. Интересно, что даже сами платформы это почувствовали. Приложения начали добавлять функции, которые раньше считались ненужными. Выходит много аналогов, кто-то выкручивает рычаги на максимум по типу Pure, кто-то наоборот старается насыпать контентом и не ограничивается только одним свайпом. И здесь появляется ключевой момент всего нашего видео. Впервые за долгое время усталость стала сильнее фома. Страх упустить лучший вариант уступил желанию просто выйти из этой воронки. Это еще не конец дейтинг-приложений и не победа настоящей жизни. Это момент осознания. Точка, где стало ясно. Максимизация выбора не равна качеству опыта, а технологии, которые обещали упростить отношения, сами нуждаются в переосмыслении. И именно отсюда мы можем говорить не о кризисе, а о переходе. Потому что дальше встает главный вопрос. Не к алгоритмам, не к платформам, а к каждому из нас. Прямо сейчас ты не живешь в будущем дейтинга. Ты уже внутри него. Ты открываешь приложение, листаешь ленту, свайпаешь, откладываешь встречу. Потом, не сейчас, посмотрим еще. И где-то на фоне все время сидит мысль, вдруг следующий вариант будет лучше. Не потому что ты плохой или поверхностный, потому что так устроена среда, в которой ты находишься. И здесь важный момент. Я не считаю, что дейтинг-приложение — это зло. Я был гостем и ведущим на свадьбах людей, которых познакомились именно там. Реальные пары с реальными историями. У них все получилось, они вместе, у них семья. Это работало и для многих работает до сих пор. Но, если честно, все чаще это звучит как история из другого времени. Неплохие, просто редкие. Потому что сегодня знакомство через приложение все меньше ощущается как событие. Скорее, как процесс. Как бесконечный черновик, который всегда можно переписать. А знакомство в реальной жизни, наоборот,
Оно ограничено контекстом, моментом, неловкостью, риском. Там нельзя нажать назад и посмотреть еще 100 вариантов. Именно поэтому оно ценится иначе. Технологии не сломали любовь. Они изменили стоимость выбора. Раньше выбор был редким и рискованным. Сейчас он дешевый и бесконечный. И в этом месте вопрос уже не в платформах, не в алгоритмах и не в подписках. Вопрос в другом. Сколько людей ты уже не выбрал, потому что система убедила тебя, что следующий свайп будет лучше. Если это видео вообще о чем-то, то не о том, чтобы удалить приложение или вернуться назад, а о том, чтобы хотя бы иногда выбирать не оптимальный вариант, а реальный. На этом месте история технологий заканчивается, а твоя продолжается. Я, как всегда, буду рад твоим лайкам, если зашел контент. Подписывайся на канал, потому что так ты точно не пропустишь новые интересные видео, связанные с историей технологии. По традиции порекомендую свой телеграм-канал. Там много интересных открытий, которые делаю по ходу написания выпусков. Ну а тем, кто досмотрел прямо до конца этот ролик, личная благодарность. Это мотивирует меня писать, снимать и радовать вас контентом и дальше.